Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаем сегодня видео, как вы поняли, тематическое. В данном случае на тему любви. любви. День всех влюбленных, День Святого Валентина. Я уже говорила, мы частенько с Ирой стараемся раскрашивать какие-то праздники, начало сезонов каких-то, да, снимать такие легкие тематические видео, что-то там одну-две картинки раскрасить на эту тему. Ну и, понятное дело, День Святого Валентина не исключение. Выбрала я 2 раскраски по номерам. Вот это вот. И волшебные узоры. Здесь тоже есть рисунок. К сожалению, так уж вышло, что я потеряла первую часть видео. Не знаю, куда она делась. Наверное, чистила, когда память нечаянно удалила. Ну да ладно, я в любом случае раскрасила, поэтому, ну, показать нужно, что у меня получилось. Поэтому давайте покажу, что я раскрасила. В волшебных узорах, как я говорила, ну, теперь уже, да, как не говорила, говорю, здесь есть такой легкий намек на День всех влюбленных. Это вот такая вот иллюстрация, сердечки. Ну, я раскрашивала здесь сонет. Аквамаркеры, сонет. Не знаю, простенько. Я не стала вот эти вот. Сначала хотела их закрасить тоже, треугольнички, но потом решила не буду. Пусть будут сердечки. Простенько, ненавязчиво, но все-таки на тему любовь. Вот такая вот получилась иллюстрация у меня. Ну и по номерам. Обожаю эту раскраску, постоянно стараюсь, ну как-то вот не то чтобы постоянно, я стараюсь не как можно чаще раскрашивать, но, к сожалению, не на все время хватает. Я здесь раскрасила на тему любви 2 иллюстрации. Недовольна я этими иллюстрациями, потому что, ну, по разным нюансам сейчас объясню. Первая иллюстрация была вот такие тоже сердечки. Я думаю, как раз в тему. Я раскрашивала здесь кариокой. И когда уже я неправильно поступила, нужно было раскрасить сначала сами квадраты. Все пространство можно было даже прям так, как оно полупрозрачное, красить сначала квадраты, а потом уже сердечки более темными. Но так как я сделала наоборот, в общем, брашпен от Faber-Castell просто взял и растянул кариоку. Сами сердечки раскрашены кариокой, и брашпен их просто взял и растянул. Растащил эту краску. Где-то более аккуратно, где-то нет, поэтому я уже под конец, знаете, так думаю, ну ладно. Никуда уже от этого не денешься. В общем, вот такая у меня получилась мозаика. Не знаю, что это больше, на что это больше похоже. Ну, как вот такой некий пазл, что ли, цветной. Здесь иллюстрация односторонняя. Собственно говоря, кариока в принципе себя неплохо ведет. Здесь очень тонкая бумага. И для очень тонкой бумаги, для обычной, здесь она неплохо себя ведет. Но даже если видите, немножко просачивалась, не смертельно, потому что все иллюстрации односторонние. Ну и давайте покажу еще одну иллюстрацию на тему любовь. Тоже ее здесь раскрасила. Это было вот такая влюбленная пара гуляющая. Не знаю, по парку, наверное, гуляла. Здесь я раскрашивала тоже наполовину кариока, наполовину брашпены. Уже заканчиваются. У меня, я говорила, почему я, собственно говоря, ими постоянно и крашу. Сейчас не совсем, конечно, они меня радуют, но так как все заканчивается, мне хочется, ну, чтобы не выбрасывать, да, просто деньги на ветер, а все-таки пораскрашивать именно фломастерами, маркерами и так далее. В общем, раскрашивала в целом все цвет в цвет. Старалась, по крайней мере, тон в тон. Но почему-то вот и девушка, ну, я понимаю, что как бы, да, тени здесь пытались вырисовать. Но еще полбеды они коричневые получились. Ну, вот парень у меня вообще прям такой темненький получился, шоколадный. Не знаю, ну, как было задумано. И вот опять же здесь брашпен растянул. Я надеюсь, видно. Пытался растянуть кариоку.
Я тоже особо сильно не расстроилась. Ну, понятное дело, расстраиваешься в такие моменты. Но тут думаю, ладно, там между деревьями, знаете, какой-то вот просветы, пространство, где-то что-то расплывается. В общем, не катастрофа. Не катастрофа. А вот она прям пыталась кариоку везде размыть брашпены, что, конечно, не радует. Прям совсем ни разу не радует. Я бы сказала, даже расстраивает. Но здесь все гораздо проще. Вот, кстати, к слову, фиолетовый хорошо так пытается с розовым протечь. И кариока, как я уже говорила, не любит, когда ее, ну, послойно наносишь, она уже прям так, знаете, даже вот трогаешь, чувствуется. То есть сама на себя она не наслаивается в полном, как мы привыкли. Можно фломастеры, браши, да, на друг друга постоянно наслаивать. Здесь вот это как пластилин какой-то получается. Не ахти. Пришлось где-то вот наслаивать, потому что были проплешины. И это, конечно, оказалось не лучшим вариантом. Ну, ничего не поделаешь. Как вышло, так вышло. В целом я довольна. Вполне приличный для таких моментов рисунок получился. Потому что, как повторюсь, какие-то уже заканчиваются. Некоторые я вот черный пыталась дозаправить, чтобы раскрасить, к слову, он даже и не протек, на удивление. Хотя уже более водянистый был, я добавила туда воды на свой страх и риск, думаю, чтобы докрасить уже иллюстрацию. В целом мне понравилось, почему нет, они хорошо заправились, ну и на несколько раз еще фломастера хватает. Так что вот такие вот у меня получились иллюстрации к Дню Святого Валентина. Понятное дело, в честь такого праздника хотелось бы поздравить тоже всех влюбленных. Может, кто-то сейчас как раз на стадии самого прекрасного чувства, да, влюблен. Большой, чистой, светлой любви хочется всем пожелать. Любите друг друга, уважайте друг друга, берегите друг друга. Спасибо вам, что зашли, посмотрели мои работы. Обязательно проходите по ссылке под видео к Ире. Посмотрим, что у нее там раскрашено. Я тоже сейчас закончу и пойду посмотрю. Давно мы не снимали ничего совместного. Слушайте, я прям пытаюсь собрать мысли в кучу. И уже какой раз снимаю и никак. Так что ссылочка будет, как всегда, под видео. И в конечной заставке на видео будет ссылка на ее канал. Я сейчас тоже закончу и пойду посмотрю, что же раскрасила Ирина. Очень даже интересно будет поглядеть. Ну а с вами буду прощаться. Еще раз вам всем любви, взаимопонимания, добрых, светлых чувств. Хорошо отметить праздник. Может быть, кто-то все-таки его отмечает. Мы просто так, чтобы прям конкретно не отмечаем. Поэтому, когда были молодые, совсем молодые, молодежи, мы тоже его все-таки отмечали. Да, Господи, сколько той жизни. Я думаю, такая сложная жизнь, что еще один лишний праздник не помешает. Так что любите друг друга, любите себя, любите окружающих вас людей и зверей, всех. Всем любви, добра, счастья, хорошего настроения. Ну и пока-пока.